банковские карты могут превратиться в кусок пластика. Что произойдет, если Россию отключат от системы SWIFT? С мая прошлого года регулярно говорят о том, что Россию могут отключить от международной системы SWIFT. Говорят в самой стране и за ее пределами. Вместе с экспертами разбираемся, что это за система, и можно ли без нее жить. SWIFT – это международная система передачи межбанковских платежей. Аббревиатура расшифровывается как Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, которое ответственно за функционирование системы. Она была основана в 1973 году при содействии 239 банков из 15 стран. СССР получил доступ к SWIFT только в 1989 году. SWIFT отличается от международных платежных систем Visa или MasterCard тем, что проводит только защищенный обмен данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами между банками. Система позволяет осуществлять международные переводы за несколько секунд, заменив аналогичные программы дистанционного банковского обслуживания. Основу технологии составляют сообщения, состоящие из заголовка, текста и трейлера. Система поддерживает два типа сообщений, между пользователями и между пользователем и SWIFT. Сообщения агрегируются в региональном процессоре и перенаправляются в конкретный операционный центр для последующей обработки, где проводится копирование и шифрование содержания для хранения. Контрагент, которому предназначено сообщение, расшифровывает его и подтверждает выполнение указанных в нем условий. Таким же способом передаются выписки по корреспондентским счетам и расследования по неустановленным платежам. По данным ТАСС, в апреле 2021 года через SWIFT прошло 700 миллионов сообщений о транзакциях. Количество пользователей во всех странах мира оценивается в 11 тысяч, а совокупная сумма переводов, обрабатываемых ежедневно, 5-6 триллионов долларов. Отключение от системы SWIFT – популярная угроза западных политиков, направленная на оказание давления на страну. Так, под влиянием США, в 2018 году от системы отключили ряд иранских банков. SWIFT не работает и в КНДР. Чтобы исключить этот вариант международной зависимости, многие государства работают над собственными системами межбанковских платежей. В Китае аналог SWIFT был запущен еще в 2015 году. В России разработка системы, позволяющей, при необходимости, заменить SWIFT, началась в 2014 году. Тогда Банк России запустил систему передачи финансовых сообщений с ПСЗ для кредитных организаций. Технологии передачи данных очень похожи на SWIFT, но независимо от европейской системы. К 2017 году СПСЗ стала востребованным способом передачи сообщений о транзакциях в любых валютах. Сейчас СПСЗ используют не только российские банки, но и белорусские, армянские и киргизские организации. Система быстрых платежей, знакомая многим пользователям мобильных банковских приложений, также задумывалась как аналог SWIFT. Физические лица в основном используют именно СББ для взаиморасчетов, а через SWIFT расчеты по картам не проходят. При потенциальном отключении России от системы SWIFT основной удар придется на организации, передающие через банки информацию о трансграничных платежах, которые будут идти дольше или пропадать. В Центробанке подтвердили, что Россия обладает всеми техническими возможностями перейти на СПСЗ, если отключение все-таки произойдет. Девальвация рубля, неработающие карты и торговая эмбарго. Эксперты об отключении от SWIFT. Эксперты не разделяют оптимизма отечественных политиков и представителей ЦБ. Александр Базак, независимый финансовый советник, рассказывает, что отключение от SWIFT грозит тем, что нельзя будет проводить международные финансовые операции. Действительно, после санкций в 2014 году в России создали систему передачи финансовых сообщений при Центробанке. Если бы нас отключили, банки потенциально могут перейти на нее. В этом случае перестали бы работать карточки международных платежных систем, в частности Visa и MasterCard. При массовом переходе на отечественные карты МИР, без SWIFT, за границей расплатиться ею не получится. Эксперт предупреждает, что без SWIFT Россия как государство не сможет проводить расчеты, получать деньги за проданные нефть и газ, при том, что продажа сырья обеспечивает львиную долю в доходах бюджета. При этом Россия не только продает, но и покупает зарубежную продукцию, смартфоны, косметику, различные материалы. За все это российские компании тоже должны рассчитываться с помощью финансовых операций на международном уровне. Михаил Лейтис, директор Департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит», подчеркивает, что отключение SWIFT в России может привести к тому, что банки будут иметь затруднения в управлении своими корреспондентскими счетами, открытыми в банках-нерезидентах за рубежом. То есть денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах в иностранных банках,
фактически будут недоступны российским финансовым организациям, они не смогут через SWIFT не подать распоряжение о переводе денежных средств, не увидеть поступления на эти корреспондентские счета в пользу своих клиентов от контрагентов за рубежом. Если ограничение коснется только работы SWIFT и российским банкам не будет запрещено осуществлять расчеты в иностранной валюте, то резервным вариантом на этот случай станет система дистанционного обслуживания банк-банк, если доступ к ней не будет отключен. Это самый простой способ осуществлять расчеты для иностранных банков, и им не придется интегрироваться с ПСЗ Банка России. Эксперт замечает, что внутри России банки смогут осуществлять расчеты через СПСЗ, которая является аналогом системы SWIFT, но к этой системе подключено очень мало иностранных банков, и она не имеет интеграции с платежными системами других стран. Виталий Кирпичев, эксперт TradingView, объясняет, что SWIFT – это системообразующий международный институт, поэтому исключение какой-либо страны из него равно объявлению торгового эмбарго. Для стран, ориентированных на экспорт, таких как Россия, отключение от SWIFT может привести к резкому сокращению валютных поступлений и резкой девальвации рубля. Тем не менее, санкции такого рода кажутся скорее вечной страшилкой, чем реально исполнимым действием. Слишком губительными будут последствия для всей мировой экономики от подобного рода отключений. Ведь пострадает не только страна, которую отключили от системы, но и все ее торговые партнеры, которые недополучат газ, нефть и другие значимые сырьевые товары, без которых в текущих реалиях не выживет ни одна страна, заключает эксперт.